В капуэре существует ритуал шамада или вызов. Суть шамады в том, что один игрок бросает другому вызов, заманивает его в ловушку в заведомо проигрышную позицию. Совершая шамаду, капуэрист делает театральные жесты и занимает статичную позицию, открытую до безрассудства. Второй игрок, принимая шамаду, должен подойти и занять уготовленное ему место. В большинстве случаев встать напротив в аналогичной позе, соприкасаясь руками ладонь к ладони. После этого они совершают пасуадойс. Несколько шагов вперед и назад, обычно не более 3, не разрывая контакта. Инициатор ведет своего соперника. В любой момент он может разбить шамаду с помощью движения, проверяющего бдительность, знание или ловкость. Это может быть внезапная атака или предложение совершить какой-нибудь кульбит. Естественно, характер шамады может быть разным, что зависит от целей и желаний капуэриста, бросившего вызов. Обычно шамада применяется, чтобы проверить игрока, его знания, традиции, владение техникой, отыграться после пропущенной атаки, отомстить, продемонстрировать отсутствие злонамеренности, примириться, отдышаться и отдохнуть, изменить динамику и темп игры, добавить разнообразие и театральность. Широко распространены следующие виды шамад. Волта ал мунду по кругу, шамада ди френчи спереди с одной рукой, шамада ди френчи com duas mãos спереди с 2 руками, аберта ди френчи спереди открыто, руки в сторону, de cabeça с головой у живота, embaixo de frente спереди внизу, com mãos cruzados со скрещенными руками, do sapinho сидя спереди, de costas сзади, открыты руки в стороны, da ginga с импровизацией, со свингами у педу беримбау. Каждая шамада имеет свои нюансы, детали, правила и вариации, что нужно изучать на практике. Кроме того, одна шамада может превращаться, трансформироваться в другую. Общие рекомендации. Не делать шамаду без понимания, как, когда и кому ее можно делать. От шамады не принято отказываться, тем более если игра носит характер урока. Обычно нужно принять ту же самую позу, что и инициатор, с опорой на передней ноге, ближней к сопернику, почти весь вес на ней. Неизвестную шамаду лучше трансформировать в знакомую или не принимать ее вовсе, пригласив инициатора к педу беримбау, чтобы начать игру с изнова. Подходить к инициатору шамады лучше сбоку, желательно со стороны его ближайшей или опорной ноги. Контролировать дистанцию и движение, блокируя его позицию руками. Касаться одежд соперника можно только тыльной стороной ладони, чтобы не испачкать. И всегда быть начеку.